Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить потрясающий вкусный торт «Мок-коровка». Коржи безе с орехами в сочетании с нежным шоколадным и ванильным кремом. Торт буквально тает во рту. Данное количество ингредиентов рассчитано на торт размером 16 на 16 см, высотой 6 см и весом килограмм 300 граммов. Давайте приготовим. Разделим 5 яиц на белки и желтки. Белки уберем пока в сторону, а желтками приготовим крем. В кастрюлю всыпаем 200 граммов или 10 столовых ложек без верха сахара, 60 граммов или 3 столовые ложки без верха пшеничной муки. Перемешиваем. Добавляем 5 желтков и сразу добавьте 3 столовые ложки сметаны. Хорошо перемешиваем все венчиком до однородного состояния. 3 столовые ложки сметаны лучше добавить сразу к желткам, а не так, как я вам показываю в видео. Тогда вам будет легче растереть всю массу до однородного состояния. Хорошо перемешиваем все венчиком до однородного состояния. Добавляем оставшуюся сметану. Всего для крема надо 500 граммов сметаны. У меня сметана жирностью 20%. Сметану можно заменить густым натуральным йогуртом. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Варим на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик. Делаем огонь минимальным и постоянно помешивая, доводим массу до закипания. Закипевшую массу, постоянно перемешивая, провариваем на маленьком огне примерно 1-2 минуты. Готовая заварная основа по консистенции должна быть как пудинг. Снимаем кастрюлю с огня и ставим в чашу с ледяной водой. Перемешивая, остужаем до комнатной температуры. Далее накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем на столе. Для приготовления крема нам понадобится 130 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры. Заранее достаньте его из холодильника. Приготовим коржи. 190 граммов миндального ореха измельчим в блендере. Миндаль можно заменить лесными или грецкими орехами, или арахисом по вашему вкусу. Я измельчаю орехи мелко, но не в муку. Примерно вот так. Далее тесто готовится достаточно быстро, поэтому уже сейчас можно включить духовку нагреваться до 180 градусов и подготовить форму для выпекания. Я сделала форму из пергаментной бумаги для коржа размером 18 на 34 см. К белкам добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда белки взовьются в легкую пену, постепенно в 3 этапа добавляем к ним 150 граммов или 7,5 столовых ложек без верха сахарной пудры. Когда сахарная пудра растворится, постепенно увеличиваем обороты миксера до максимальных и взбиваем белки до устойчивых пиков. В 2 этапа добавляем к белкам 190 граммов измельченного миндального ореха. Аккуратно перемешиваем лопаткой круговыми движениями снизу вверх до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса станет однородной, достаточно. Белковая масса должна оставаться воздушной. Перекладываем белковую массу в форму и равномерно разравниваем. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Освобождаем края коржа от пергаментной бумаги. Накрываем корж пергаментной бумагой, решеткой и переворачиваем. Сразу убираем пергаментную бумагу, на которой корж выпекался. Оставляем корж на решетке остывать до комнатной температуры. Остывает корж достаточно быстро. У остывшего коржа обрезаем края. Обрезки убираем, они нам не понадобятся, их можно просто съесть, они вкусные сами по себе. Корж разрезаем пополам. У меня получается 2 коржа размером 16 на 16 см. Оставляем коржи на столе и доделаем крем.
130 граммам мягкого сливочного масла комнатной температуры добавляем 20 граммов или 4 чайные ложки ванильного сахара. Взбиваем на максимальных оборотах миксера примерно 2-3 минуты. Хорошо взбитое сливочное масло должно стать светлым и воздушным. Заварную основу тоже взобьем миксером, чтобы она стала воздушной. Заварная основа, как и масло, должна быть комнатной температуры. Добавляем в масло 1/3 часть заварной основы. Взбиваем на максимальных оборотах миксера до однородного состояния. Добавляем еще треть. Также взбиваем до однородного состояния. Добавляем оставшуюся заварную основу. И взбиваем до однородного воздушного состояния. Делим крем на две части. Белого крема я оставляю 2/5 части от общего объема. Убираем его в сторону. К остальному крему добавляем 20 граммов или 2 столовые ложки без верха просеянного какао. Аккуратно перемешиваем до однородного состояния. Если вы взвешиваете на весах, то у меня получается 370 граммов белого крема и 570 граммов шоколадного крема. Сформируем торт. На тарелку выкладываем первый корж. Устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Делим шоколадный крем на 3 части и покрываем корж 1/3 частью шоколадного крема. Крем равномерно разравниваем. Делим визуально белый крем на 2 части. Выкладываем на шоколадный крем 1/2 часть белого крема и равномерно разравниваем. На белый крем выкладываем 1/3 часть шоколадного крема. Крем равномерно разравниваем. На шоколадный крем выкладываем корж. Корж слегка придавливаем. Корж покрываем оставшимся шоколадным кремом. На шоколадный крем выкладываем оставшийся белый крем и разравниваем. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник, чтобы крем стабилизировался на 3-4 часа. При желании можно приготовить торт вечером и убрать в холодильник на ночь. Охлажденный торт для красоты посыпаем просеянным какао. Освобождаем от формы, пленки и подаем к столу. Торт очень вкусный, нежный, при этом достаточно просто готовится. Советую вам его приготовить. Моим домашним торт очень понравился. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.